Ребята, всем привет! Сегодня у нас опять видео про пилотажный самолет. Уже пришло время оклеивать крыло этой пилотаги. Оно полностью готово, вклеил рулевые машинки. Здесь получилась такая коробчатая конструкция. Все заклеено авиационной тонкой фанерой. Фанера толщиной 1 мм. Вот это получается верх крыла. И вот можно заметить рулевые машинки. Сейчас подключу тестер, посмотрим, как оно работает. Здесь у меня карманчик, сделанный под обклейку. Потом я пленку вырежу, и разъемы можно будет здесь утапливать, когда мы вставляем крыло в фюзеляж. Так, запустилось. Вот так оно работает. Сделал большой угол отклонения элеронов. Для того, чтобы как можно более резко все управлялось. Вот среднее положение. Все выставлено в нолях. Ну и положение перемещений. Сейчас обтяну крылышко дико дорогой пленкой. А потом будем пристыковывать его к фюзеляжу. Крылышко будет разноцветное. Сверху решил сделать черным, а снизу решил сделать оранжевым. Специального утюга у меня нет, поэтому будем пользоваться обычным. Перед вклейкой элеронов я предварительно вот эти места, к которым не будет больше доступности, обтянул черной пленкой. И теперь можно сюда смело приклеивать. Будет и здесь приклеено, и там будет проклеено, чтобы не попадало топливо, не разъедало древесину и так далее, и так далее. Все еще есть желание у меня перевести на электротягу этот самолет. Но изначально нацелился на 4-тактный ДВС, поэтому так и буду делать. Вот она пленочка. Желательно сразу отрезать большинство лишнего, потому что оно потом еще может пригодиться. Уже появился азарт. Очень интересно, как будет летать эта пилотага. Так, ладненько. Отделяю пленку. Она не липкая абсолютно. И мы начнем. Вот что получилось. Отпилил законцовки крыла. Я это дело так просто, естественно, не оставлю. Сделаю законцовки чисто из пенопласта и обтяну их карбончиком. Вообще оказалось, что у меня еще и желтый есть. Теперь дилемма, каким обтягивать. Наверное, желтеньким. Будет интереснее. Есть выкройка. Вот что получилось, ребята. Здесь черная, а здесь желтенькая. Весит немного, но нужно сделать законцовки. Наверное, сейчас, не откладывая в долгий ящик, этим и займусь. Вот такая конфигурация будет. О. Сделал вот такими остренькими. Все это из соображений простоты обтягивания карбончиком. Вот сейчас мы и будем карбонизировать. Возьму самый обычный карбончик и просто обклею с двух сторон в один слой. Весит очень мало пока. Посмотрим, сколько в итоге получится. Во, как раз все удачно получается. Укладываемся в ровные квадраты. Сейчас вот здесь скотчем отобью, чтобы не распушалось и не изменяло геометрию. «6 грамм всего лишь весит. А карбон... Ох, карбон больше гораздо. Короче, 100 грамм, наверное, обе получится. Потяжелеет самолетик. Но он и площадь крыла повысит, этот пенопласт. Натягиваем. Видно, что сразу пропитывается.
все-таки решился делать крепление крыла. Иначе этот самолет транспортировать не получится. Крепление решил усилить карбончиком. Сейчас он пропитается, и сверху вот эту штуку приклею. Должно быть жестко. Чик только и на своем месте. Все четенько. Стараюсь соблюдать культуру веса. Поэтому сделал вертыши для крепления крыла из алюминиевых сплавов. 4 штуки под резьбу М5. Смотрим, сколько весят они. 4,6 грамма. Ну, как бы, какой-то вес тоже присутствует. В общем, эти вертыши нужно будет вживлять вот сюда. Здесь уже 2 есть под шасси. И с этой стороны нужно еще площадку вклеивать. На крыле у меня уже вот что. Нужно закарбонизировать и сделать такие вот выступы, с помощью которых это крылышко, собственно, и будет крепиться. И на них держаться. И опять же, оно еще и скрепит фюзеляж. Потому что сейчас он вот такой держится, можно сказать, на одной жерточке. Там у меня внутри стеклопластик, поэтому оно не так уж и слабенько, но надо все укреплять все равно. Видите, модель была кордовая, и немножко все здесь не рассчитано на радиоуправление. Мало места внутри, приходится все очень плотно компоновать. Но это ничего страшного, зато, возможно, полегче будет, чем большой фюзеляж. Бальзу специально делал с выступом. Ее очень легко зачищать. И после зачистки все будет вровень. Примерянто. Короче, выключили свет, но я все равно покажу вам финальный вариант. Нравится мне уже работать с карбончиком. Уже качественно получается. Все закарбонизировал. И фюзеляжик тоже подредактировал. Фиксирую по краям скотчем, чтобы не лохматилось. И иногда это помогает, особенно когда ровные участки. Застыла смола. Получилась вот такая красота, ребят. Ну а теперь мы переходим к непосредственному производству лап крепления. Впервые буду пользоваться инегрой в практических целях. Я уже испытывал ее. Ну вот вырезал один листик. Это инегра, ребята. Буду прокладывать между слоев углеткани. Она просто неимоверной прочности добавляет угольку. Уголек становится не такой хрупкий, более пружинит. И разрушить его, ну, просто нереально тяжело. Это уже точно ультрасовременные технологии. Я уверен, многие из вас даже не слышали, что такое инегра. А есть еще спектра. Но это вообще нереальная вещь. Единственное, в чем они уступают карбону, это по температуре. Они плавятся при относительно малых температурах. Карбон же может выдерживать огромные температуры. Там эпоксидка слабое звено. 2 слоя уголька и накладываем листики негры. Очень хорошо, когда она располагается посередине именно. И еще 2 слоя уголька, и возможно, что будет достаточно. Удобно слои приклеивать уже на мокрое. Тогда не образуется пузырьков воздуха под ними. То есть, если я ее промочил, то при прикладывании образуются пузырьки. А так воздух автоматически выходит. Никаких пузырьков не образуется. Теперь, если мы хотим быстро получить результат, надо высушить при температуре. Вот так вот, стоя с феном, можно за часик высушить его. А иначе ждать надо целый день. Сутки. До 70 градусов можно смело греть. Смотрите, как падает температура. Вот так буду стоять теперь целый час примерно. Заклеилась знатно. Даже не хочет отклеиваться. Надо как-то отковырять. Клеено через скотч. Поэтому должно отклеиться. Вот и все. Нужно вытащить крыло. Все, ребят, база у нас готова. Все очень жестко. Здесь лишнее отпилится, обработается, сделаются отверстия. Вот, и закрепится все. Нормалек.
У меня ушло 3 дня, чтобы состыковать это крыло. Естественно, я все 3 дня не только этим занимался, но чтобы соблюдать техпроцесс, ждать, пока все это высыхает окончательно, пришлось затратить такое количество времени. В общем, временно прикрепил на винтике под шестигранник. И смотрим, как происходит разъем крыла. Откручиваю 4 штуки. И вот так размыкается. Вроде бы особо много веса это не добавило. Вот, карбончик легкий. Здесь я начал укреплять фюзеляжик. Еще не до конца высохло. Вот. Ну и плюс оно плотно прилегает, потому что я на сырую все это состыковывал. Так что такие дела. Следующий шаг: доделать фюзеляж, облепить его чем-либо. Не знаю, может целиком в карбончик закатать. Здесь заклеить бальзой. Фонарик тоже как-то что-то сделать из пенопласта. И закатать все карбончиком. Такие у меня мысли на данный момент. Но это не точно пока. И нужно сделать шасси и капотик на мотор. Можно будет после этого стартовать. Потому что все остальное это мелочи жизни уже. В следующем видеоролике, думаю, мы уже практически доделаем этот самолет. Так что, кому интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. Надо вот тут еще зачистить немножко. Все, пока, ребята.